like a speeding light, like the ground just moved. Now I'm not afraid to lose this time. I can feel the warming sun, like the ground just moved. Now I'm not afraid to lose. Всем привет, с вами Даня Зевс. Капитан должен быть опытным. Зарплата у нас, как у сотрудников, они или как у спортсменов, то есть платятся ежемесячно. Даже если я забью на КС, думаю, что свяжу свою деятельность как-то с киберспортом. Есть определенные проекты перспективные. Если все действительно будут осознавать возможности этой команды, может быть будущее и очень такое серьезное. И в этом году мы, может... Все зависит от графика нашего и от результатов и атмосферы команды. От этого будет зависеть будущее мое. Насчет капитанства, то на данном этапе я капитан команды, и мы не видим замены капитана на мое место, поэтому я планирую быть дальше капитаном и выступать в этой команде. Насчет тренерства, то в ближайшем будущем этот вариант не рассматриваю. Даже если я забью на КС, то в ближайшее время пока не хочу быть тренером. Думаю, что свяжу свою деятельность как-то с киберспортом. Есть определенные проекты перспективные. Если вдруг я захочу забить на КС уже так конкретно, то есть чем заниматься, скажем так. Что касается хейта, если он обоснованный, если он с чем-то связан, реально и справедливый, скажем так, да, то можно где-то его послушать, посмотреть, почитать и взять что-то на заметку. Если он просто такой дебильноватый, да, то есть без всякой связи, то как бы бессмысленные слова просто выкинутые на ветер. Малышам как бы скучно, делать нечего, но они развлекаются таким образом. По поводу книги много уже было вопросов, ребят. Я думаю, что очень скоро. Не буду говорить сроки, но вот уже остались последние штрихи. Я думаю, что вы скоро все узнаете. Следите за новостями, будьте в курсе, да. Он должен хорошо разбираться, конечно, в Counter-Strike в первую очередь. Он должен иметь хороший анализ происходящего в игре. Это самое такое основное, с чего нужно начинать. Если капитан плохо разбирается в Counter-Strike, если он не понимает, что происходит на карте именно в данный момент, то он теряется. А если теряется капитан, то, как правило, теряется вся команда. Поэтому можно сказать, что капитан должен быть опытным игроком. А дальше уже, если у него есть все эти игровые моменты, игровое понимание, то он должен иметь, конечно, лидерские качества, желательно, иметь знания в психологии, он должен понимать, какие надо подобрать слова команде, именно этим игрокам, с которыми он сегодня вместе, для того, чтобы победить, для того, чтобы этих игроков настроить, вселить в них победу, уверенность. То есть на капитане, многое чего завязано, я считаю. За компьютером, отвечу на второй вопрос, за компьютером мы проводим
в среднем 8 часов в день именно тренировки и тренировочного процесса с часом перерыва, то есть 7 часов. Вот. Это такой средний как бы график у нас режим, ну, когда мы готовимся к какому-то турниру на дистанции. Перед самим турниром мы, конечно, его можем усиливать и находиться за компьютером там около 10 часов. Девайсы, ну, они никак не влияют на то время, которое ты находишься за компьютером. Они просто дают тебе возможность комфортной игры. То есть они как бы, ты с помощью девайсов можешь настроить все под себя и знать, что ты будешь всегда играть на стабильной клавиатуре, мышке, то есть она будет всегда одна и та же. Это самое важное, в принципе. Ты же не можешь играть один день на одной клавиатуре, приехать на турнир, там, тренироваться на одной, да, там, приехать. Но клавиатура даже не самая главная, проблема в мышке, наверное. Если ты тренируешься на одной мышке и приезжаешь на турнир, тебе дают другую, то ты, там много всего другого. Форма, и сенсай, и остальное все. Сейчас уже нет просто тех времен, как было раньше, когда мы играли на мышках, там, Мицуми, какие-то грязные маленькие коврики. То есть эти времена уже прошли. Поэтому у всех сейчас есть девайсы, у кого-то хуже, чуть у кого-то лучше, но в среднем все в равных условиях. Лос-Анджелес, ВЦГ, конечно, это была очень крутая поездка, классное времяпроведение. Мы были на пляже, мы купались, мы гуляли, мы первый раз поехали в Голливуд. И мы выиграли, турнир очень крутой, чемпионат мира, очень престижный на тот момент. Вот, ВЦГ, да, в финале, финал был там третья карта на допах, там на третьих против МТВ, где играл Зоник. И это, конечно, был очень крутой турнир, и он запомнился очень сильно. Безусловно, запомнился турнир в Ганновере в 2010 году, Intel Extreme Masters. Это был первый чемпионат мира, который мы выиграли, но это было просто какое-то волшебство. Мы все были в шоковом состоянии, мы сделали что-то нереальное, невозможное, да, и об этом периоде я очень подробно описываю в книге, и вообще про каждый турнир описываю в книге, и про веселые истории, и про как все происходило у нас за кулисье, да, как у нас все там было, как мы переживали, какие были эмоции. Вот я помню, когда рассказывал об этом всем, я даже не один раз успел поплакать до старости. Я вообще человек, который очень сильно, как сказать, ну, связываю свою жизнь с близкими, с друзьями, и мне важны именно люди, которые меня окружают. Вот. То есть мне место менее важно. Мне очень важно, чтобы там были мои друзья, мои родственники. Вот. И, конечно, мне нравится там, где тепло. Мне не люблю в последнее время зиму. Короче, что-то все эти холода. Хочется какие-нибудь острова, какой-нибудь пляж. Вот такое, к этому, конечно, тянет. Но важна компания, важна атмосфера, и чтобы были рядом нужные люди. Я не знаю, мне кажется, 70 килограмм где-то. Четкой цифры я сказать не могу, потому что у нас в контрактах прописано, это как коммерческая тайна, мы не можем разглашать, какие у нас зарплаты. Ну, могу лишь сказать, что зарплаты у нас, как у сотрудников, они, или как у спортсменов, то есть платятся ежемесячно. Вот. Если, скажем так, возьмем, допустим, футбол, то в футболе есть там премии, премиальные, да, там за выигранные матчи. Вот. У нас, в принципе, ну, есть некая там бонусная система, да, и, конечно, за хорошее выступление у нас идут какие-то бонусы или может увеличиваться зарплата. Футболисты зарабатывают больше. Вот, в Украине в том числе. Вот, супер. Это не вопрос. Это комментарий. Что-то. Либо он так хочет поддержать. Ну, спасибо, милый парень. Я могу сказать, что за прошлый год команда Нави достаточно повзрослела. Могу сказать, что у нас не было проблем в прошлом году, и у нас там все идеально. Но сегодня
вот в 2019 году на мейджоре я вижу другую команду. Я вижу ребят, которые действительно повзрослели, у которых появились новые мысли, новые планы. Мы как-то, не знаю, что-то, короче, поменялось. И если все действительно будут осознавать возможности этой команды, этого состава, действительно придадут максимум, а мы над этим работаем, чтобы именно был максимум, да, то у этой команды может быть будущее и очень такое серьезное. И в этом году у нас могут быть лучшие результаты, чем в прошлом, но надо, чтобы все это очень захотели, потому что есть много факторов, все-таки мелких, которые могут этому помешать. Вот. И отношения. Хотелось бы верить, что все постараются сделать, действительно поработать на славу. Есть разные вот эти мелочи косвенные, да, то есть там рождение у электроника ребенка. Я помню, когда у меня родился ребенок, я помню, что у меня появилось много дополнительных обязанностей. И время твое свободное, оно начало, у тебя начало много свободного времени уходить просто туда, в семью, ребенку. И тоже это такой момент, как будет электроник с этим справляться, потому что он сегодня один из лучших игроков мира. И чтобы стать этим, кем он сегодня является, да, он реально сделал очень большую работу. И нужно работать дальше, потому что конкуренция не стоит на месте. Вот. То есть, и так далее. То есть могу много рассказывать, много моментов на самом деле. Но вопрос нашего внимания и вот нашего максимального желания. Но я думаю, что у нас очень хороший есть шанс. Вот такое у меня предчувствие просто, не знаю, интуиция, да, что мы можем реально задать темп, задать жаришки в этом году. Но опять-таки молодые команды — это очень относительно. Авангард — это молодая команда или нет, я не знаю, как ее оценивать. В принципе, если говорить, что это для меня это молодая команда. Она за короткий период времени, об этом уже говорил, реально выстрелила и показывает достойный результат. Команда Winstrike молодая команда. Можно сказать, что молодая, тоже показывает хороший результат, но тоже за короткий период времени достаточно хорошо стрельнула. Насколько я знаю, что у многих топ-команд, я имею в виду ЦИС топ-команд, которые рубятся постоянно на минорах, будут происходить замены, планируют, по крайней мере, все эти команды, ходят слухи. Моих игроков из Про-Стоп потихонечку тоже дергают, и есть много, в принципе, факторов. Поэтому какой-то команде конкретно сейчас я не могу сказать, что она должна выстрелить. Честно сказать, не очень меня это тянет. Я это делаю в большинстве своего времени, я это всегда делал просто как хобби. Получал от этого удовольствие. Последнее время меньше какого-то вдохновения к этому идет, много времени уходит на Counter-Strike, очень много. Свободного времени, реально стало меньше, и реально, когда у тебя есть свободное время, ты думаешь, чем тебе заняться, просто поваляться в кровати, посмотреть какой-то фильмец, да, в зал можно сходить, или пойти сделать какую-то как интервьюшку, как мы сейчас записываем, или какой-то контентик поснимать. Иногда просто ты чувствуешь, что ты так сильно устаешь от Counter-Strike, от тренировок, что тебе уже нету просто никаких сил идти что-то записывать, И если не будет Counter-Strike, наверное, не будет столько тренировок, времени будет свободного больше, то, может быть, это все будет даваться намного легче. И, в принципе, мне это нравится. Мне нравится записывать, сниматься, мне нравится общаться с игроками и, в принципе, делать какой-то прикольный контент. Это интересно. Но как оно будет на деле, я не знаю.